продаем вот такой прекрасный синий диван. Лодь стайл. Мне кажется, надо брать. И мы помним, 3 года назад этот парк выглядел на грани масакричного. С туалетами все плохо. Да. Обычно тут ходят там, где нет туалет. Уже хочется закрыть этот вопрос с родинками. Я ходила на НФЗ, ребята. И мне попался какой-то дед-пердед. Честно, мне было так сложно, я не знала, на что потратить деньги. Ну, знаете, попробовать, пока нет денег на Yves Saint Laurent. Кто-то говорил из Блэка, что вкус детства — это вот эта классическая имка. Вот я вам сейчас покажу свой вкус детства. Ты не завариваешь какао, а ешь ложками. Я чувствовала, как меня режут. Я чувствовала, как меня шьют. Итак, ребята, газовую плиту мы продали. Унитаз тоже. Теперь продаем вот такой прекрасный синий диван. Считаю, что он идеально впишется в ваш интерьер. И еще тут есть такая черная полоска под попку. Думаю, что это просто вам необходимо. Стайл. Лодь стайл. Мне кажется, надо брать. Почти даром вывоз с вас, конечно же. Ну что, ребята, попытка номер 2. Кстати, всем привет. Не поздоровалась. Попытка номер 2. Мы приехали опять с Сашкой вместе удалять мои родинки. У нас, надеюсь, что все удастся в этот раз. Ну, уже 100 должно удастся. У нас еще висит одна на нас проблема, которая душит нас больше, чем эти родинки. Но мы обязательно все расскажем. Это связано с машиной. Ну, просто нет смысла сейчас рассказывать, потому что вы не знаете начала. Нет смысла рассказывать середины. А мы еще никак не можем собраться и рассказать начало. Еще мы, кстати, находимся в центре, там, где мануфактура. Кто из Лоди, тот знает. И тут мы такие вышли и смотрим, тут есть такой парк. И мы помним, 3 года назад этот парк выглядел на грани масакричного. А тут он сейчас выглядит такой облагороженный. И мы даже увидели такой туалет, как, знаете, во Франции, типа, делают, где он сам смывается, чистится, ну, вот такой. И я была вообще очень удивлена. А ты, Сашка? Ну, в Лоди мы еще такое не видели. Просто тут с туалетами все плохо. Да. Обычно тут ходят там, где нет туалет. Так вот вам покажу. Вот этот туалет. Очень даже приятно. Только не знаю, платно или не платно, потому что мы не подходили ближе. Ну, можем проверить, да. И посмотрите, там поставили такую входную зону, Арка, конечно, ну, арку. выглядит. Ну да, но все равно ее не было закончено раньше. даже. Не, ну да, но все равно посмотрите, как облагорожено. Вообще здорово. Блин, конечно, сейчас ничего не цветет. Вот мануфактура. Уже хочется закрыть этот вопрос с родинками. Уже пофиг. Я уже поняла по комментариям, что надо было идти на НФЗ, но я ходила на НФЗ, ребята. И мне попался какой-то дед-пердед. Я меня так взбесил, что я подумала, что у меня же есть страховка. И когда я записывалась по страховке, в приложении было написано, что это все в цене. Понимаете, о чем я говорю? Я пришла, подумала, что это в цене, но в итоге мне сказали, что это не входит в вашу страховку, а как я уже там была, и как уже как-то так все завязалось по-быстрому, и мы потом узнавали по поводу НФЗ, но там были такие очереди, что типа по 3 месяца ждать. Ну, и мы уже такое, знаете, приняли решение, что в этот раз уже сделаем родинки. Тем более она мне сказала, что нельзя затягивать. Вот она мне так сказала. И поэтому сделаем это сейчас. А уже в следующий раз уже, наверное, буду ждать долго эти родинки. Но, если честно, если бы не Саша, я бы вообще не пошла на эти родинки. Но Саша говорит, надо идти, ты уже давно не ходила. Ну, короче, я сходила, я бы уже вообще, наверное, забила. Я к этому особо серьезно не отношусь, но я знаю, что нельзя забивать на такое. Ладно, пойдем, да? Спросите, почему Сашка со мной? Ответишь. Почему ты не пошел на работу? Можно взять выходной по некоторым случаям. Не, ну на самом деле, вот сами представьте, вот выхожу я такая, покалеченная, спина у меня в ранении. А Сашка такой сидит, меня ждет, ну приятно же. А так бы мне пришлось самой идти на трамвай, возвращаться домой, а так Сашка рядом. Всегда приятнее. Не, ну парк потрясающе сделали. Там вот столики
шахматные. Но они раньше были, только сейчас новенькие, а раньше были старенькие. И сейчас очень популярно вот этот настольный теннис. И у нас, там, где мы вот сейчас живем, там тоже поставили такие столы. Прикольно, да? Центр, конечно, Лодзя, Благородие. Я вам говорю, вот я вам отвечаю, я вам вот просто слово пацана, как говорится, даю. 3 года назад, когда мы сюда приехали, это все выглядело вообще не так. Это было не в таком состоянии, как это выглядит сейчас, да, Сашка? Все, сижу, жду в своей очереди. Тут, кстати, очень приятная такая клиника. Надеюсь, все пройдет хорошо, и мне не выпрут. Раз уже вот эти руки, я уже не хочу брать выходные и ходить сюда. Но это очень неприятно. Удалила я родинки, потом расскажу вам свои эмоции. Кстати, прошло очень быстро, наверное, минут 20. И тут недалеко торговый центр, мануфактура. И у меня была подарочная карта от Сефоры, мне подарили. Вот, как вы думаете. И, естественно, я хотела уже что-то потратить. И потратила. И смотрите, что я купила. От Rare Beauty такой ойл для губ. Вообще классно. Выбрала оттенок Happy. Вообще, ребята, первая помада от Rare Beauty. Честно, мне было так сложно. Я не знала, на что потратить деньги. Я ходила, потому что у меня нет ничего из Sephora. Собственно говоря, и это... Ну, у меня есть какие-то, знаете, ну, такие мелочи. Типа, реально, я не самый частый гость в Sephora. У меня какие-то мелочи есть, но если что-то такое декоративное, тем более я обычно подкрашиваюсь так минимально, никто даже не замечает, что я подкрашиваю. Поэтому, короче, выбрала вот это. И идем в Зару. В Заре узнали, что... Давно мы уже узнали. Есть духи, подделка под известные бренды. И они, короче, там дешевые, и можно... Ну, как дешевые, дешевые, да. И хотим понюхать, может, что-нибудь прикупим, да? Посмотрим. В Заре вот эти вот духи, это как... я, короче, ставлю фотографию из Saint-Laurent. Это тоже такое... Я покажу, но это... Кстати, очень вкусно пахнет, и классная такая бутылочка. И сколько стоит? Ну, и в Saint-Laurent стоит в разы дороже, думаю. А это 100 миллилитров, и цена 99 всего лишь. Ну, знаете, попробовать, пока нет денег на Saint-Laurent. Можно что-нибудь... Саша говорит сзади, они есть, но если это... Просто я читала отзывы на Pinterest, вообще стала что-то залипать там. И там пишут, что... И не только на Pinterest, вообще в интернете. В интернетах этих ваших пишут, что они очень хорошо держатся. И мне хочется попробовать. Очень вкусный аромат. И есть маленькая версия вот этих духов, типа в Saint-Laurent, и 50 злотых. Ну, то есть можно взять себе несколько вообще, почти любой парфюм попробовать. И если нравится, оставить или купить. Или что купить? Купить уже потом и в Saint-Laurent. Ну, понятно, что и в Saint-Laurent бутылочка не такая, но это тоже красивая. У меня Теремес бутылочка. Так ее люблю, она такая красивая, я не могу ее выкинуть никак. Вот Саша еще взял. Мне вот этот аромат нравится. Это закос под Zadig Voltaire. Тоже такая белая баночка. И, кстати, вообще, Саша, 100 мл 80 злотых. Я не знаю, как они держатся, но мне кажется, эти духи, они все держатся, типа, не со шлейфом. По-моему, они более-менее неплохо. О, вот эти вообще... Приятно. Вообще вкусно. Сашке даю нюхать. Вкусно, да? Вот этот вообще... Короче, у меня 2 фаворита. Вот эти. Zara от Zadig Voltaire и от Yves Saint Laurent. Типа вот Yves Saint Laurent, но они как-то по-другому называются. Снимаю с такого ракурса. Ребята, простите, не могу руку поднять, потому что там родинки удалены и кожа натянута. Так вот, в Пинтересте есть всякие картинки, где показывают закос, под какие духи в Заре сделаны. Поэтому я смотрю, как проверяю по названию и хожу нюхаю. Вот Zadig Voltaire очень вкусно. Его бы мне нравится. Ну, кстати, на сайте можно заказать. И на сайте очень много вариантов. И там, может, еще скидку какую-нибудь выбьешь. Тут поближе, чтобы я слышала. Короче, мне понравилась вот эта куртка. Ну, мне она напоминает, конечно, Zack Style. Zack Style. Стоит? Мне, кстати, в Заре очень редко даже что нравится. То есть мне внешне нравится, а качество обычно, но не очень. Стоит 300 злотых. Ну, тут сложно что-то испортить. Ну да, почему жизнь портится. Не, ну классно же, нет? Ну, это надо стиль целый подбирать. Я тебе и так Бомж стайл, Zack Style. Бомж стайл — это мое.
У меня стайл такой, я просто надеваю на себя все, что мне нравится. Это может быть по-разному выглядит, но на мне это выглядит так, как выглядит. Пошли еще жакет посмотрим. Ребята, моя любимая приправа, я ее просто обожаю. Сушеные помидоры с чесноком. Вот это вкусно, но вот, вообще вот эта вот серия вкусная. Но чили я не пробовала. Вот это вкусное тоже, вот это офигенно вообще, тоскан. Ну, короче, вот эти две серии мне нравятся. Я всегда беру, они не заканчиваются, я всегда беру. Они вкусные, я реально их просто так даже могу съесть. Ну, палец всунуть в пакет и поэтому облизнуть. Вот, беру две. Еще мы взяли нашу любимую ГОШ. Они, кстати, дешевле где-то на злотый. Такие вот кимчи и вот этот вот сырный булдак очень вкусно. Наше открытие, это в Лидле продавался такой чай Дилма с черной смородиной. Но это нереально вкусно. Берем еще одну. И думаю, что вот сейчас возьмем еще на промо. Вообще, мой самый любимый чай, это вот Дилмах. Он реально вкусный по ароматизаторам, и аромат вкусный. И аромат, и вкус есть того, чего как бы производитель указывает. Очень вкусный чай. Мы, наверное, возьмем малину. Но, кстати, если бы он был красный, я бы никогда не взяла, потому что в красном есть, ой, как это называется, гибискус. Я его терпеть не могу, ребята. Он такой просто кислый, тупо кислый. Такой вкусный, я его не люблю. Короче, мы взяли, ну, два, как я вам и сказала, вот Дилма. Такой на пробу, и вот этот уже мой любимый. Дальше идем. Эбзи, я же вам забыла совершенно сказать. Мне кто-то говорил из Блэка, что вкус детства это вот эта классическая инка. Я не знаю, это как какао или кофе, я вообще не знаю, какой на вкус. Цикорий. Цикорий? И все говорят, что это самое вкусное, что есть. Типа все поляки любят это с детства. Пили, наверное, у бабушек или еще у кого-то. Инка. Я вот даже не знаю, взять, не взять. Как думаешь, попробовать взять? Целую. Ну, 5 злотых целый, да поменьше есть на пробу. Но большой я не хочу брать. Ну, наверное, это минимум. Давай это возьмешь, что кому-нибудь багрем. Попробуем. Вы же знаете, что у Сашки увлечение кофе новое, ну, появилось такое вот увлечение, и он, у него прям целый ритуал проходит с приготовлением кофе. И тут он всегда смотрит, чтобы дата была чем раньше, тем лучше. Ну, как бы свежая обжарка. Как бы, ну, глупо покупать такой кофе в Ашане, потому что, ну, полгода Ну, уже да. почти прошло. Ну, От даты коробка, обжарки. упаковка красивая. И плюс тут, скорее всего, нету легкой обжарки. И он теперь смотрит все время, где там на Аллегро, высматривает кофе, чтобы быть свежей обжарки. А Ну, что, вот я ты пока не чувствуешь заказывал. разницу? Ты чувствуешь сам Я разницу? только начал уже, ну, я только раз купил светлую обжарку и свежую обжарку. И как? Ну, ты же попробовал? Нет? Ну, отличается. И И всё отличается. я завариваю по-другому. Угу. Как-нибудь нужно заснять, как Саша делает кофе. Это реально целый процесс такой необычный. Я сама люблю молоть. Там такая молка, это классно. А вот я вам сейчас покажу свой вкус детства. Это когда в деревне у бабушки ты не завариваешь какао, а ешь ложками. Не знаю, я это обожала. Ну, Ну, такой же. я помню, как меня ругали. Не ешь эту фигню. Ее надо заваривать. А она такая была вкусная, капец. Еще раз мы тут взяли сыр, мой любимый. Я уже говорила, он такой вкусный, ребята, увидите, берите. Ну хотя бы просто попробуйте. Он топ of the топ. Ну взяли все, что показывали, и Саша еще себе пиво взял. Мы уже дома. Ой, ребятки, так сложно поднимать вот эту руку, такое, знаете, натяжение кожи, потому что там швы. Я попросила, чтобы мне удалили сразу 4 родинки на один раз, потому что я не хочу это переживать за второй раз. Кстати, он мне сделал очень быстро, для меня это реально важно всегда. Даже когда я ходила удалять зубы, я всегда думаю, господи, пусть это мучение продлится настолько быстро, чтобы раз-два, там, не знаю, 15-20 минут и конец. И он мне реально удалил за 20 минут родинки 4, хотя сказал, что прием будет длиться 45. И вот за это я ему благодарна. Я чувствовала, да. Я чувствовала, как меня режут. Я чувствовала, как меня шьют, но боли я не чувствовала. Чувствовала, когда как мне сделали анестезию, то есть вкололи анестезию прямо туда вот под родинку. Ну, я не видела, но такое, знаете, ощущение было. 4 родинки, он сразу так вот мне уколол. Это было не очень приятно. Это вот, знаете, такой злой комар тебя укусил. Вот такие были ощущения. Вот. Потом я лежала. Потом я лежала, он мне быстро шпуньк-пуньк, реально очень быстро. И такое ощущение было, когда он нарезал, что он мне режет пол спины. Он еще такие комментарии давал.
о, какая большая родинка, типа тут будет, ну, тебе надо такой по большому периметру обрезать. Ну, вот что такое он мне говорил, так как-то было не супер приятно. Но я понимаю, что врачи к этому относятся очень просто. Это не так, как мы относимся, пациенты к этому. Для нас это что-то важное, мы к этому готовимся. А врачам раз, два, три и пошел. Вот. В принципе, все свои впечатления рассказала. Но я сюда пришла в ванную, ребята, чтобы вам показать свою новую помаду. И сама показать, я еще даже не открывала. Кстати, я забыла же вам показать, что я на Алиэкспрессе заказала вот такую классную органайзер, такой классный. И тут упаковала все, что у меня есть. А у меня здесь есть очень много чего. Во-первых, мое офигеннейшее масло от Кадали. Я его обожаю, этот запах. Какой-то он потрясающий. Он такой травянистый, такой как сено какое-то. Но при этом там есть какие-то цветы. Но это масло офигенное. Плюс оно очень впитывается. Я так люблю ложиться спать с ощущением вот этого масляности. Ну, на самом деле масло очень быстро впитывается. Мне оно очень нравится. Я его люблю. Оно у меня тут... Краткий обзор, да? Покажу мой крем. Он уже заканчивается. Крем от The Body Shop. Я его уже экономлю. Очень классный. Такой йогурт называется. Вот это моя пшикалка заканчивается. Тоже чуть-чуть осталось. Обожаю. Но я люблю больше такое лето. Знаете, в сумку кинуть, пшикнуться. Очень часто пшикаюсь, но мне осталось вот мало. Такой мист для тела. И вот такой, но у меня его еще очень много. Хотя я купила уже год. Ну, не год, может, месяцев 8. Тоже классный. От Victoria's Secret еще куплю. Точно. Потому что я еще люблю пшикаться просто на ночь. Не знаю, мне нравится. Вот этот крем The Ordinary я показывала. Очень классно. Такой объем классный. Он еще такой жирненький. Но мне нравится. Как бы. Никаких вопросов нет. Мои пробники. Я все использую. Кстати, представляете? На этих пробниках внизу еще очень много... Блин, вам не видно. Ну, короче, видно, наверное. Там очень много еще крема. Я, кстати, даже не знала. Увидела у блогера, что она вот так вот обрезает. И подумала, попробую я обрезать. Обрезала, и там действительно очень много еще самого крема. Вот этот от Кадали под глаза, он мне потрясающе нравится. Может быть, но я обычно не повторяю продукты. Всегда беру что новое, потому что мне все подходит, мне кажется. Но, возможно, когда-нибудь повторю, потому что мне очень понравилось. Это, кстати, шло в наборе вот с этим маслом. Вообще, прям вот это One Love. Очень мне понравилось. И кто я такая, ребята? Ну вот кто я такая, чтобы отказывать себе в использовании пробника? Я использовала вот этот пробник Estee Lauder. Там целый миллилитр. Все на себя, свое лицо любимое, вообще другого цвета. Но я вот прям маленькую капелюшечку использую. Теперь у меня на очереди за Lancome. Это увлажняющий крем. И вот такой еще тональник от Estee Lauder. Вообще, конечно, он очень прикольный, он такой жидкий, мне нравится, понравилось. Кто я такая? Кто я такая вообще? У меня даже денег нет на этот Estee Lauder. А так хотя бы в пробниках испробовать, ребят. Не, ну это реально, это пипец просто. Так все дорого в этой Сефоре, блин, драной. Ну и этот от Kiehl's маска авокадо у меня есть, но у меня еще есть запас. Ребзя. У меня еще есть целенькая, представляете? Целая. Так что я иногда пользуюсь, не постоянно. Типа раз в неделю, может даже реже, по настроению. Вот моя любимая от Innisfree умывалка. Ой, такая она нежная. Ну, так как у меня макияж смываю мицеллярной водой, типа вот это, кстати, на скидке купила в Сефоре, мицеллярной водой, все остальное я просто, типа, чтобы кожа была чистая, я, короче, вот этой умывалкой пользуюсь. Потом от Yves Rocher у меня вот такой скраб, он такой грубоватый. Ну, вот это мне нравится больше от Kiehl's. Ну, тоже. Зато он не сушит, а этот немножко подсушивает кожу. Но я тоже им иногда пользуюсь. Неплохо. И что интересно? Ну и все, ребзя. Больше ничего интересного. И вот умывалка. Не умывалка, а мицеллярная вода. Вообще обожаю. И, кстати, открыла для себя тоник от Nivea. Купила. Мне так нравится. Кожа вообще блестит.
Потрясающе. Я посмотрела, что в составе, там какие-то масла. Я постоянно пользуюсь утром и вечером, мне нравится. Его не надо смывать. Ну вот и все. А сейчас, пожалуй, откроем мою помадку. Блин, порвалась. Я так люблю смотреть в ТикТоке, как открывают эти помадки. У меня Happy оттенок. Я взяла такой, на камере такой оранжеватый какой-то. Класс. Супер, видите, он такой более розовый. Сейчас покажу. Блин, но это тинт, масло тинт. То есть вот он не такой, он размазывается. И видите, и становится такой прозрачненький. Это тинт, и он остается на губах. Офигеть. Сейчас попробую намажу. Вообще класс. Во-первых, я не пожалела с оттенком. Он слегка такой розоватый. И это реально тинт, но oil написано. И то есть, если это масло, оно очень быстро впиталось. И остался вот такой слегка такой оттенок. Вот это то, что я хотела. Я не хотела, чтобы у меня была помада на губах, потому что мне это некомфортно. А вот какой-то, знаете, блеск тинт. Это супер, блин. Я еще думала от Benefit купить. Знаете, такие тинты есть. Но от Benefit что-то я подумала, ну, популярнее вроде от Rare Beauty. Потому что ладно, будет от Rare Beauty, так уж и быть. Тем более, попробовать я, в принципе, хотела. Классно, нет? Мне очень нравится. Так что ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И обязательно надо поставить мои новые помадки лайк. Хотя я знаю, что у нас больше всего смотрят парней. Я смотрела статистику, кто больше смотрит. Наш канал, даже больше канал смотрит парней. Но Сашка сделает тайм-коды. Поэтому я думаю, что парня можно переключить. Я думаю, про помады вообще не интересно. Но дальше что-нибудь будет рассказывать умная Сашка. Ребят, мы тут решили попробовать инку. Я уже вот в такую кружечку. Знаешь, что еще напоминает? Что? Вот типа эти все кола-подобные напитки чуть-чуть. Вот если хочется еще загазовать, чуть-чуть ну и добавить. сахар, то похоже на кола содержащий. Это реально очень... Но это не похож на кофе. Как-то... Ну, он похож на кофе, но очень отдаленно. Да. И чем-то таким зажаристым, не знаю. Ну там прожаренные злаки, цикорий, вот это вот все. А дашь мне еще чистую ложку, подашь, пожалуйста? Я хочу еще добавить, чтобы усилить вкус. Ребята, ну пахнет очень вкусно. Но пахнет вообще не кофе. Тебе как? Я помню, я, наверное, пробовал эту инку в детстве, потому Да? что у меня у бабушки постоянно был запас. Она пила вместо кофе. Прикольно. Если честно, я эту наверное, инку тоже вообще вижу только в Польше. Я даже на нее внимания не обращала, если честно, никогда. Пока не увидела. Я смотрю сейчас там белорусского блогера, и она постоянно ездит, ну, не постоянно, но часто ездит в Польшу. И они тоже в Беларуси жили, там со стороны Польши. И она говорит, что у них постоянно в детстве была вот эта инка, или типа это вкус детства, и очень вкусно. Я такая увидела, сегодня вспомнила, говорю, Сашка, давай попробуем. И вообще не пожалела, так как я уже 3 недели без сахара, ребята, у меня уже минус килограмм. Ну ладно, там 900 грамм, но можно же округлить. Вы представляете, я просто от сахара отказалась. Ой. Так что кто тоже планирует отказаться от сахара, можете начинать вместе со мной. Но я очень советую вам, если вам сложно начать, но вы планируете, очень советую вам скачать приложение трек-номер. Ой, трек-номер. Трек-номер. Как это, трекер этот. Отмечать трек-номер. Да, я думаю, это... Отмечать любое какое-нибудь приложение. Можно даже в календаре зачеркивать. Это вот реально, потому что когда 3 дня, 4 дня, думаешь, да пофиг, 4 дня ничего не влияет. А вот когда уже прошло 2 недели, или там, не знаю, больше, чем 2 недели, или там уже 3 недели, тогда уже, знаете, жалко. Думаешь, о, не, уже не буду, типа, грешить, потому что жалко. Ты будешь молоко? Пока нет. Кстати, наше любимое молоко, знаете, почему именно это? Потому что оно вот такой квадратной формы, и ну, идеально становится в дверь в холодильнике. Ну и называется оно... Как? Типа как пятнистое, по-моему. Но оно же пятнистое. Видите, на коробке. Либо я что-то путаю. Мы не путаем. Ну, я как-то гуглил, почему такое название. Класс. Блин, я вообще в восторге. Это очень вкусно. Это как будто какой-то
Ну, какой-то такой вкусный напиток, но это не все-таки Еще не кофе. прикол. Вот ты обычно ж не пьешь Мгм. с ложкой вот Да. так в кружке. Это я просто помешала. Да, но вообще, типа, для нас это не настолько нонсенс, как для других там, европейцев. Типа. Почему? Они Для сложные? них вот это неадекватно. А мы иногда можем. Я помню, в редко. детстве даже так. У нас это не так, типа, позорно. Если честно, я даже об этом не задумалась, пока ты мне это не сказал. Я По-моему, даже помешаю. Во многих языках это называется как пить Мувитон. по-русски. Вот с ложкой торчащей. Пить по-русски. Мувитон. Мувитон. Кстати, вот ещё По-варварски. подумала, да, что на работе тоже всегда все добавляют, типа кофе, но ложку никто не оставляет. Но я тоже не оставляю. Они помыли и поставили. Ну, иногда не помыли, не поставили. Иногда кинули. Ну, разное бывает. Смотрите. Вот так выглядит. Вот тут 2 родинки. И на спине, ну я что не буду показывать. И на спине вот такие пластыри заклеили. Ну, я, в принципе, уже все рассказывала. Хорошо, что Сашка была со мной. Поддержка. У нас сейчас так настроение поднялось. Вы даже не представляете, потому что мы решили этот вопрос буквально вот за 1 день. Ну, надеюсь, решили, да. Да не, ну уже хотя бы облегчение есть. Настроение поднялось вообще. Вот. Загадки говорим. Мы говорим, ребята, я, конечно, думаю, что это неприятно, когда говорят загадки, но мы планируем записать вот уже видео. Просто надо, Да. когда уже все будет еще чуть-чуть Мгм. облегченнее, просто Сейчас еще язык я не могу поворачивается. говорить Да. о чем-то не свершившемся, более-менее хотя бы процентов на 80-90. Я думаю, что уже в ближайшее время мы все расскажем, но вы на нас не злитесь. Но мы обязательно все расскажем. Нам нечего как бы скрывать. Да? Ну, просто пока еще язык не поворачивается. Еще даже не знаю, что именно с чего начать, как закончить. Ладно, короче, все. Ждите новостей.